Привет, ребятки! Я надеюсь, у вас все хорошо, вы по-прежнему на самоизоляции, не скучаете. Каждый день смотрите матчи с участием ВП Prodigy. Собственно, вот с молодыми-то как раз у нас на канале было контента маловато, поэтому исправляемся. И сегодня пообщаемся с оффлейнером ВП Prodigy. У нас на связи Дима ДМ. Дима, привет! Здрасте. Смотри, вы с самого начала с ВП Prodigy работаете, можно так сказать, в онлайне. То есть IRL вы еще никак не контактировали. Тем не менее, ты с кем-то из ребят, из своих тиммейтов до этого лично встречался, общался? Да, конечно. Это был Альберт, Егор и Виталий. С Альбертом и Егором мы встречались на буткемпе Underdogs. Это был 18-й год, я полагаю. И с Виталием мы встречались на Ляпском мажоре, где я играл за Чаос, они играли за ВП. Вот. То есть там у вас уже какие-то были товарищеские отношения? Или вы тогда уже начали присматриваться друг к другу? Нет, мы стали планировать создать команду, когда уже закончится мажор, и мы поняли, что мы будем в разных командах. Ну, не в тех, в которых мы были, скажем так. И там уже появилась идея создать определенную команду. И так еще вышло то, что Сергей предложил Егору остаться в ВП, ну, в организации, создать просто молодежный состав. Собственно, так эта идея получилась. Ну и как? Вот как Егор с тобой связался, Виталий с тобой связался? Кто из ребят тебя позвал? Ну, как это происходило? Да, я даже не помню, как это было, вот прям точно. Мы просто с Егором Виталий болтали, и Егор такой говорит, например, если у нас получится создать новый состав, будешь там, типа, не идешь какой-то там тир-3 команды, все такое. Я сказал, типа, да, в course, типа, останемся таким составом, с вами прикольно играть. Ну и, собственно, так мы и договорились. Забиться, можно сказать. Ну давай краткое резюме, да, по ребятам, с которыми ты сейчас играешь. Меня, в частности, например, интересует, вот как вы с Егором сходитесь, потому что я знаю, что он довольно эмоциональный парень, и он очень, ну, можно сказать, много колет, да, знаешь, там, эмоции часто свои проявляет. Я не говорю, что это плохо, это его такой стиль, да, и игры, и общения. Как тебе вот с этим? На самом деле, меня это никак не задевает, но в плане не отвлекает, я бы сказал. Я просто считаю, что Егор пока молодой человек, довольно-таки, и местами он плохо умеет контролировать свои эмоции, например, много там может болтать в моменте, когда надо быть более сконцентрированным вместе в игре. Но это просто вопрос опыта и возраста. То, какой он сейчас игрок, полностью, как сказать, компенсирует этот небольшой недостаток. И то недостаток только, возможно, для кого-то еще. Меня это вообще не задевает. Ну да, я говорю, это не недостаток, это просто такая вот черта. А с Ростиком как тебе? Ну, то есть он постарше, поопытнее? Да, Ростик очень прикольный. Я не знаю, как люди в комьюнити его воспринимают, но в команде он очень харизматичный человек, который старается держать свою токсичность для пабов. То есть в команде он очень позитивный, очень классный чувак. Хорошего дня, благодарю. Очень много говорит правильных вещей и наталкивает нас на правильные мысли. Вот. Слушай, я посмотрела на днях послематчевое Виталича, когда он говорит, что эти не команда, эти не команда. Вот вы с командой как-то со своей внутри и с Виталичем обсуждаете, кто как дал после матча, кто что говорит публично, да, там, кто о чем написал? Или это личное дело каждого, то есть вы не обсуждаете, кто что говорил? Ну, если какие-то интервью ходят, там будут какие-то рофлы, ну вот, то, что Виталий сказал, это не рофлы, но это довольно интересное высказывание, то мы можем обсудить, типа, ну, Виталий, ну ты там наговорил, он скажет, ну, я просто сказал только, типа, как я считаю, я не старался даже кого-то там, ну, знаешь, оскорбить. То есть это мы, конечно, обсуждаем, но не то, чтобы навязываем кому-то свою точку зрения, как стоит говорить, а как нет. Каждый человек — личность, каждый человек имеет свои взгляды. Слушай, ну вот смотри, Виталий сказал, что ни Альянс, ни ПОВ вы, грубо говоря, за команды не считаете. Хорошо, а какие команды в Европе вы считаете за команды? Это довольно трудный вопрос, потому что, возможно, я не вспомню сейчас всех. И я не предпочту выражение «считаю за команду». Есть просто команды, против которых мы очень уверены. И, по сути, это все команды вообще в доте. Просто некоторые команды тоже очень сильны. Но и против них мы будем стараться показать свою лучшую игру. Все же, если в этом турнире, это те команды, которые сейчас в верхней сетке. Это Team Liquid и Team Secret. Они хорошо показывают результаты, но мы тоже играем неплохо. Так что будем стараться показать против них свою лучшую игру, чтобы пройти финал.
Тем не менее, есть команда Virtus.pro, основа, против которой уже в который раз складывается впечатление, что вы, не знаю, волнуетесь, вы не в своей тарелке. Как ты можешь прокомментировать ваш вот перформанс против Virtus.pro? Почему что-то начинает идти не так, когда вы сначала там против других команд вы едете катком, и тут что-то начинает сыпаться? Довольно интересный вопрос, на самом деле. Я могу сказать то, что против Virtus.pro, возможно, некоторые игроки по каким-либо причинам чувствуют некий дискомфорт. Но я считаю то, что это проблема, которую мы обозначили, а со всеми проблемами, которые мы обозначаем в команде, будь то пики, будь то проблемы в игре, мы боремся и незамедлительно. У нас не получилось один раз, не получилось второй. Что ж, в третий раз мы постараемся принять все возможные меры для фикса этой проблемы. Ну, еще стоит, наверное, таки добавить то, что у нас работает психолог с командой, и он помогает своим опытом нам решить вот эти все проблемы. То есть мы будем стараться решить эти проблемы, показать свою лучшую игру в следующий раз. Потому что то, что мы показывали, это даже не игра, это даже близко к нашей нормальной игре не походило. Ну да, то есть ты тоже считаешь, что это прежде всего не проблема там тактики, исполнения и так далее, что это проблема психологическая именно против них? Ну, если честно, да. Я могу сказать то, что некоторые реально психологически подходят неправильно к этой игре. Хорошо. Ну, смотри, помимо всего прочего, помимо того, что с вами занимается психолог, вы работаете над собой, может же и патч какой-то выйти, да, перед вашей следующей встречей, который будет не в их пользу. Как тебе вообще такое вот сейчас частое появление новых патчей, которые постоянно что-то меняют сильно? Вам комфортно? Вы достаточно гибкие? Я уверен, что наша команда достаточно гибка. Все-таки мы играем, как говорил один игрок, по 27 в день. Конечно же, это не так, но мы играем довольно много. Мы очень много думаем о доте, очень много смотрим чего-то и тестируем. То есть, по сути, какой патч сейчас не вышел, какого бы героя не вернули в мету, у нас будут на нем наиграны определенные игры, и есть понимание этого героя. То есть, по сути, это даже, будет, возможно, в плюс. Может, в следующем патче апнут там Нагу, Егору или Пэлла, на котором он и так, является одним из лучших игроков в мире. И он будет разваливать вообще на них в первой стадии. Кто знает. Смотри, еще немножко про героев. Сейчас все рофлят про то, что Резоль каждую игру играет сейчас на Кентавре, а ты много играешь на Аксе. Чем этот герой хорош сейчас? Преимущество Акса является в том, что вообще Акс и Кентавр, у них есть оба такое преимущество, что они слабо лайнозависимы. То есть, чтобы на лайне уничтожить этих героев, нужно приложить какие-то определенные усилия. То есть большинством героев ты это не сделаешь. Именно в этом есть плюсы Аксы и Кентавр Резолюшн. Просто другое дело, что ему больше нравится играть на Кентавре, его команда больше предпочитает этого героя. А мы больше решили на Акс положиться, например. Герои, в принципе, довольно похожи. Слушай, мне кажется, что в последнее время вот так много турниров, так много матчей, и вы постоянно даете послематчевое интервью. В частности, твой никнейм я вижу очень часто, да, когда ты отдуваешься после матча. Тем не менее, ты говорил, что Ростик будет чаще это делать, особенно на англоязычной трансляции, но все равно вот снова и снова это делаешь ты. У вас какой-то жребий, жеребьевка какая-то, может быть, вы там друг на друга перекладываете эту ответственность, как это происходит? Происходит так, что мы после игры, нам пишет Андрей, говорит, сегодня кто-то должен дать интервью на английский, кто-то на русскую. На русскую обычно идет тот, кто по счету, то есть, например, Егор не давал ни одного, счет Егора. На английском же говорим, спокойно, я и Ростик, а Ростик чаще всего впадло. И он говорит, что сегодня стоит лучше выступить тебе. Вот. Как так это и происходит? То есть это происходит только по желанию и от инициативы игроков. Я, насколько вижу, тебе довольно комфортно. Тебя не напрягает эта вся медийная деятельность? Не сильно. На самом деле мне очень нравится просто говорить на английском, и отказаться от такого шанса, почему бы я стал отказываться, если мне это нравится? Слушай, а ты свой английский прокачивал исключительно играя в доту, или как-то еще ты учил его? Я довольно хорошо учился в школе, и, в принципе, всю жизнь я много путешествовал. То есть, когда ты путешествуешь, ты находишься среди языка, и ты слышишь, как говорят люди. Даже невольно, какие-то слова запоминаешь. Собственно, так он и стал развиваться. А потом играешь в доту, получаешь знакомство в Европе, общаешься с ними ненароком. Что-то и улучшается. Вот. Короче, я поняла, как сказал бы Егорыч, ты реал-лайфер. Вот в чем секрет.
Хорошо. А какие у тебя лично, не знаю, планы, желания, цели, когда закончится весь этот локдаун, который вот сейчас, да, нас всех заставил сидеть по домам, чего ты хочешь? Ну, во-первых, я хочу на лан съездить. Мгм. Очень хочется. Во-вторых, как только он закончится, если я еще буду в родном городе, я, конечно же, пойду прогуляюсь спокойно, чтобы Мгм. меня там, ну, конечно же, после всех игр и так далее, вечером. В Мгм. принципе, я гуляю только вечером, поэтому самое подходящее будет занятие. Дим, это первое твое появление на канале Virtus.pro, наконец-то в таком самостоятельном формате, в формате интервью. Я уверена, что за время, вот пока вы играете матчи в составе VP Prodigy, у тебя появилось большое количество болельщиков, поклонников, фанатов, люди, которые тебя поддерживают, смотрят за твоими матчами. Я уверена, что тебе есть что им сказать. Это моя любимая часть любого видео. Давай, вперед! На самом деле, единственное, что хочется сказать, то что вне зависимости от нашего результата, будь то хороший результат, как сейчас, или же, возможно, нас когда-либо настанут тяжелые времена, и это, я хочу, чтобы, ну, люди, не зная всей ситуации, не срывались на команду и не говорили, что, например, играют там 5 скиллов, которые не могут ничего выиграть, и подводят тег. Это абсолютно не так. У команды бывают взлеты и падения. Это абсолютно нормально. И когда у нас будут какие-либо падения, если они вообще будут, наверняка да, то мы обязательно выберемся и снова вернемся на вершину, на которую мы так стараемся сейчас попасть. Божечки, какая здравая позиция. Но все-таки хочу заметить, что вы сейчас очень даже на подъеме. И стрик ваш победный великолепный. Я надеюсь, будет и дальше продолжаться. И я желаю вам успехов, продуктивных тренировок, отличных зрелищных матчей. Спасибо тебе большое, что уделил нам время. Спасибо большое. Ну что, мы благодарим Диму за уделенное нам время. Друзья, если вам понравилось это видео, поставьте обязательно лайк. И еще не забудьте подписаться на наш телеграм-канал. Там только самая оперативная, самая свежая и интересная информация. Всем пока!